Здорово, ребят! Сегодня поделюсь с вами идеей, которой в интернете нигде не найдете. Называется идея максимального капитала. Она настолько глупая, что придумал ее сам. Смысл такой, что везде манипулируется монополия, или стараются делать вид, что регулируют монополию. Но по факту, конечно, кучу монополий мы видим. И по факту, почему как-то управляют монополией, а максимальным капиталом не управляют. То есть у человека есть минимум, то есть можно сделать банкрот физического лица во многих странах. А почему? То есть есть ограничения снизу. То есть если тебе совсем плохо, банкротировал и все good. А почему нет ограничения сверху? И теперь посмотрите, если бы у людей было бы ограничение максимального капитала, например, не знаю, там, $1 миллиард, что тогда бы происходило? Ну, конечно, люди бы там как-то халтурили, делали какие-то компании через компании, где-то все хранили, там дарили мамам, папам, или там, не знаю, детям, внукам, сестрам, любовницам, всем женам, собакам, любовниц. В общем, но идея такая, что все равно, как бы, когда у тебя там 100 миллиардов, как бы уже что-то нужно делать. И можно было бы привязать эту сумму не к деньгам, а к, например, там, ВВП страны там, или к минимальной заработной плате. И получается, тот, кто заработал много капитала, чтобы ему подняться дальше, ему нужно было бы сделать так, чтобы поднялась вся страна или поднялась средняя зарплата в стране, или минимальная зарплата. Получается, например, у тебя может быть, например, не знаю, там, 1 миллион минимальных зарплат. И все, вот ты вырос там до каких-то жалких 500 миллионов, а дальше тебе поднимай минимальную зарплату в стране. Либо деньги на какие-то там нужды общества или всякое такое. Конечно же, много бы дармоедов бы сидело и ждало этих нашарных денег, потому что если денег много и ими нужно делиться, то было бы, конечно, куча лентяев, которые бы эти деньги осваивали. Но я думаю, что у человека, у которого там уже $500 миллиарда, он смог бы нормально распределиться, чтобы эти деньги пошли на какое-то благо общества и на все остальное. И на самом деле мир бы так немножко как-то балансировался, потому что сейчас, благодаря тому, что у очень богатых людей очень большое влияние, естественно, что законы на них не работают, и получается, как бы общество страдает. Так что нет смысла регулировать монополию, но при этом же не регулировать максимальный капитал. Сейчас все стараются, все должны быть равны, всем там, не знаю, по рубашке, минимальный прожиточный минимум должен быть у всех там, бла-бла-бла. Но по сути надо делать наоборот. Нужно регулировать все сверху. И если бы регулировали все сверху, то в обществе как бы было бы намного больше, как бы деньги шли бы на пользу общества, а не на манипулирование тем же обществом. То есть люди, у которых много капитала, естественно, они сделают все, чтобы этот капитал у них остался. Естественно, у них знаний, понимания, опыта, удержания капитала и манипулированием обществом у них на порядке выше, чем простых смертных. Вот. А такая идея могла бы очень круто как бы прижиться. Единственная проблема, что в разных странах, естественно, бы этого не сделали. То есть в одних странах разрешили бы, в других нет. И получилось бы, что капиталы бы утекали бы из одних стран в другие. Но если бы случилась магия и во всех странах, например, привязались бы, что в данной стране у человека может быть капитала, например, не больше, чем, там, не знаю, 1 миллион прожиточных минимумов или что-то такое, то, я думаю, экономики многих стран пошли бы вверх. Вот так вот. Конечно, еще много надо лайфхаков придумать, потому что это все регулировать нужно. И у меня может быть капитал в 5 странах, записан на 15 тысяч человек. Но все равно это какое-то бы регулирование дало, и дало бы, главное, ментальный такой, знаете, барьер. То есть не зарабатывать, а все-таки у меня есть лимит, а когда лимит достиг, и все бы стремились, может быть, к какому-то лимиту, то, значит, уже делюсь со всеми. Вот. Удачки, до скорого. Было бы интересно узнать ваше мнение по этой вот такой вот бредовой идее.